Всем привет из Питера, города, где даже дождь поет, как мелодия. Сегодня мы поговорим о Джордже Харрисоне. Он часть легендарной ливерпульской четверки, но часть несколько странная. Обладателю 13 премий Грэмми, кавалеру ордена Британской империи не интересны были атрибуты популярности. Его занимали собственные внутренние переживания и околомузыкальные эксперименты. И прославился гитарист большей частью творениями вне Битлов. Джордж Харрисон родился младшим из 4 детей в феврале 43 года в Ливерпуле. Как и его будущие коллеги по группе, он не родился в богатой семье. Его отец Гарольд Харрисон работал кондуктором автобуса и стюардом на корабле, а его мать Луиза Френч временами работала продавцом в магазине и сиделкой-домохозяйкой. Что касается его братьев и сестер, у Джорджа было 2 брата по имени Гарольд и Питер и 1 сестра Луиза. Его любовь к музыке развилась еще в юном возрасте благодаря его матери Луизе. Среди друзей она была известна как любительница музыки с громким певческим голосом. И, судя по всему, она с самого начала очень поддерживала ее музыкальную карьеру. А отец, поначалу настроенный скептически, в 1956 году купил ему акустическую гитару с плоской декой. Однако, по воспоминаниям Харрисона, школу он не любил. Вот отрывок из его автобиографии. Там было ужасно. Сейчас вспоминаю, как худшие дни моей жизни. Однажды, когда мне было 8 или 9 лет, наш учитель мистер Лайнс в наказание побил меня тростью по рукам. Руки распухли, и когда я пришел домой, все пытался их спрятать, но мой отец увидел. На следующий день он пришел в школу, постучал в дверь во время урока, вызвал мистера Лайнса в коридор и врезал ему в челюсть. Учителя в школе были либо ветераны войны, либо молодые выпускники учительского колледжа. Как бы то ни было, заинтересовать меня никто из них не сумел. Говорят, что дети учатся охотно, если им интересно, но как только интерес пропадает, учение прекращается, они начинают глядеть по сторонам, могут быть подвержены любому влиянию, и тут нужен глаз да глаз. В моем случае характеристика, которую мне выдали при вступлении на жизненный путь, гласила: о работе учащегося судить не можем, поскольку никакой работы он не делал. Харрисон к тому времени уже играл на гитаре. Однако на это никто серьезно тогда не смотрел. Отец Джорджа вообще мечтал о том, чтобы старший сын Гарри был бы механиком, другой был бы сварщиком, а Джордж должен был быть электриком. Тогда бы они купили гараж и открыли бы семейное дело по починке машин. На Рождество отец подарил даже Джорджу набор электрических отверток, но этот подарок сына скорее расстроил, чем обрадовал. И в 16 лет он пришел к старшему брату и спросил совета. Ему предлагали играть в группе. «Валяй», — сказал старший брат Гарри, — «у тебя еще есть время делать, что хочешь. Даже если потратишь на это год или 2, все равно будет еще не поздно». Братья Джорджа, Гарри и Пит по окончанию школы начали работать, и если у них и были какие-то мечты, то им не суждено было сбыться. Джордж, как младший брат, имел временно возможность выбирать, и он выбрал группу. Родной дом Джорджа на улице Арнольд Гроув считался неблагоустроенным, и семья Харрисонов стояла на очереди на улучшение в местном райсовете. И когда Джордж был еще в школе, семья переехала в многоквартирный дом номер 25 на Аптон-Грин. А оттуда в школу надо было ездить автобусом, час туда, час обратно. Харрисон вспоминает: дорога домой на автобусе занималась с 4 до 5 вечера, и вот тогда-то я и познакомился с Полом Маккартни. Он ходил в ту же школу, носил ту же школьную форму и домой ездил ту же сторону, что и я. Мы начали с ним дружить. Все мы любим слушать музыку. Но задумывались ли вы о том, чтобы играть ее самому? Если так, то вам нужен хороший музыкальный инструмент.
И вы можете выгодно купить его в магазинах glinky.ru по нашему промокоду. Фортепиано и флейты, гитары и саксофоны, скрипки и губные гармошки – все это здесь. У компании свое производство пианино и роялей и несколько собственных брендов, а всего на сайте их более 500. Работают здесь играющие музыканты, и сложные вещи про музыку они объясняют простым языком. Так что glinky.ru – это отличное место для покупки вашего музыкального инструмента, а промокод я оставлю в описании к этому ролику. Прежде чем стать теми, кем они известны сегодня, Битлз назывались Quarrymen. Британская скифл-группа, созданная Джоном Ленноном и несколькими школьными друзьями. Пол Маккартни встретил Джона Леннона летом 1957 года, а позже в октябре присоединился к группе. А Джордж Харрисон пришел попозже, зимой 1958 по рекомендации Пола. Однако сначала Леннон отклонил его, поскольку считал Джорджа слишком молодым. Джордж был на 3 года моложе Леннона, которому на тот момент было всего 17. Однако Маккартни был не совсем доволен этим решением и уговаривал Джона дать ему второй шанс, что он в конце концов и сделал. И Джордж успешно прошел прослушивание, которое проходило на верхнем этаже общественного автобуса в Ливерпуле. После этого он продолжил играть в составе Quarrymen до 60-го года, когда на руинах бывшей группы родились Битлз. Ну а про самих Битлз и в целом про битломанию у меня уже был отдельный ролик. Тут же мы будем говорить исключительно о Харрисоне. В период выступлений за Битлз Джордж сразу же приобрел прозвище «Тихий Битл» за свое молчание во время интервью. И долгое время он находился за спинами Джона и Пола, лишь изредка предлагая свои идеи в виде песен или текстов. На период Битлз у Джорджа ушло 10 лет жизни, а в арсенале ливерпульской четверки 210 композиций, и из них за музыкантом официально записаны лишь 22. Пункта превратиться в мировую звезду у Харрисона в планах не значилось. Он вообще хотел поработать музыкантом пару-тройку лет и поступить в художественное училище. И в отличие от коллег, Харрисон не фонтанировал количеством идей и песен. Ему потребовалось пару лет, прежде чем его первая композиция была опубликована на альбоме Beatles. Эта песня называлась «Don't Bother Me» и появилась на их втором альбоме. So go away, leave me alone, don't bother me. I can't believe that she would leave me on my own. По признанию музыканта, друзья с трудом соглашались на запись сочиненных им песен, но с годами Харрисон становился все лучше и лучше. Позже он напишет такие песни, как «Something» и «While My Guitar Gently Weeps», которые являются одними из самых известных песен Битлз. К примеру, песня «Something» – вторая по популярности кавер-песня Битлз после «Yesterday». Даже сам Фрэнк Синатра назвал ее самой красивой песней о любви, когда-либо написанной. Attracts me like a moth to candles from me granite, like a coffee pot. Something in the way she moves. Don't wanna leave her now. No, I believe how. Еще в составе Битлз Харрисон выпустил 2 сольных инструментальных альбома. И в первом прозвучал дотоле неизвестный инструмент-синтезатор Роберта Мука. Сочинение музыканта поняли и оценили далеко не все. Встречались мнения, что разобрать какофонию звуков можно только под кайфом, а кто-то посчитал, что эта пластинка просто шутка. А вот в создании второго альбома уже поучаствовал и Эрик Клэптон. В
Во время американского турне 1965 года друг Харрисона, Дэвид Кросби, познакомил его с классической индийской музыкой и работами маэстро ситары Рави Шанкара. Харрисона восхитил этот инструмент, и он впоследствии сыграет главную роль в популяризации на Западе индийской музыки и ситара в особенности. Когда группа вернулась из дальневосточного тура, Харрисон купил себе ситар и стал первым из популярных европейских музыкантов, сыгравших на этом инструменте во время записи песни. Этой композицией стала песня под названием «Норвежский лес» из альбома Rubber Soul. В 1965-м Битлз находились на съемках фильма «Help» на Уэст-Индских островах в Нассау. Харрисон вспоминает: «Снимали сцену, в которой мы ездили на велосипедах, и пока устанавливали кинокамеру, мы сидели у дороги. Тут ко мне подошел с вами Вишну Девананда. Он был самый первый с вами, с которым мне доводилось встретиться, и было очевидно, что он знал, что мы были именно там. Это было 25 февраля 1965 года. Это был мой день рождения. Мне исполнилось 22 года. И много лет спустя Вишну Девананда сказал мне, что во время медитации у него было сильное чувство, что он должен был разыскать меня. Он дал мне книжку, но в то время подробно разбираться в ней мне было некогда. И несколько лет спустя я поехал в Индию уже не в первый раз. Поехал в Ришикеш, куда меня странным образом влекло. И перед поездкой обнаружил книгу, которую Вишну Девананда дал мне несколько лет назад. Открыл ее. На титульном листе большими буквами было выведено «Ом». И ниже «Академия Форест-Хилл, Ришикеш». Мир, как говорится, тесен. Однако биограф Дерек Тейлор отмечает, что первое путешествие в Индию, с которого началось все увлечение, произошло в 1966 году во время мирового турне. Истерия существования вокруг Битлз, бешеная слава, которой они пользовались, невольно превращала их в узников. Они постоянно находились под охраной, не могли свободно передвигаться. Вот это физическое и духовное замкнутое пространство и послужило для Харрисона побудительной причиной и внутренним толчком в поисках личной свободы и простора. Как часто бывает, прозрение это наступило после одного из самых тревожных или даже устрашающих эпизодов гастролей. Харрисон вспоминает: город Манила. Самое мрачное время. По прибытию нас сразу сняли с самолета. Здоровые гориллообразные мужики в белых рубашках с короткими рукавами немедленно забрали у нас ручной багаж, наши сумки, которые у нас обычно ни одна таможня мира не досматривала. Нас отделили от друзей и сопровождающих и в окружении вооруженных полицейских водрузили на пассажирский корабль посреди Манильской бухты. Стояла страшная жара, и нам показалось, что мы арестованы. Нам показалось, что сумки наши проверили, нашли в них курительную коноплю, и вот что теперь мы заперты здесь в каюте. Правда, через 2,5 часа появился Брайан Эпстайн, немедленно потребовал нас выпустить, и нас перевели в гостиницу. Число вооруженных вокруг нас увеличилось. Атмосфера в Маниле напоминала какой-то американский боевик. И вот мы приехали на концерт, и сразу стало ясно, что что-то неладно. Предполагалось, что число зрителей будет 70 тысяч. Однако организатор концерта поставил сцену на поле в 50 гектаров и, казалось, пригласил население всего земного шара. И нам стало ясно, что кроме этого, за нашей спиной он совершил кучу других сделок, обещал и врал, потому что на следующий день нас разбудили и сказали: «Вы что спите-то? Вас ждут во дворце, у вас назначена встреча с супругой президента Маркоса». «Нет», — сказали мы, — «никакой встречи у нас не назначено». Нам включили телевизор, и комментаторы приносили извинения, что мы все еще не появились. На экране показывали длинные мраморные коридоры, сотни празднично одетых людей, ждавших кого-то, и телекомментатор непрестанно повторял: «Мы ждем знаменитую четверку», но пока они еще не появились. Переодеваться и ехать во дворец было уже поздно, так что мы сидели и смотрели по телевизору свое непоявление, до тех пор, пока мы наконец совершенно не появились, и госпожа Маркос прекратила ожидание.
Тут же в газетах, по радио и телевидению передавали новость. Битлз пренебрегли президентской семьей. Сообщали об этом с неприкрытой ненавистью, и в аэропорт нас отказывались везти. Ни одна машина, ни одно такси не хотели нас брать. Каким-то образом мы все-таки раздобыли транспорт, приехали в аэропорт, нас окружила плотная толпа. Подростки визжали, хватали нас за одежду, а взрослые и местное хулиганье пыталось все ударить нас рукой или ногой, и даже бросались кирпичами. В аэропорту надо было подниматься вверх по лестнице, и нам пришлось самим тащить инструменты, усилители, чемоданы и стоять в очереди. Чиновники не хотели нас регистрировать, со злорадством наблюдая, как толпа расправляется с нами. Затем появились те же гориллообразные мужики, принялись толкать и бить наших людей, но в конце концов мы взошли на борт самолета. Но он не взлетал. И после долгого ожидания по радио объявили господину Эпстейну и господину Эвансу сойти с самолета. Наших двух администраторов продержали довольно долго, и у Брайана забрали почти все деньги, которые мы заработали в Маниле. И только тогда дали разрешение на взлет. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Любопытно, продолжает Харрисон в своей автобиографической книге, что в самом начале гастролей я решил по их окончании посетить Индию, посмотреть страну и купить себе хороший ситар. В Лондоне я купил себе плохонький инструмент и сыграл на нем кусочек в песне «Норвежский лес». Но дело было не в этом. Мне хотелось в Индию, и тут все остальные, узнав, сказали: «О, я тоже, и я». Так что в конце концов в Индию хотела поехать вся группа. Но после пережитого в Маниле никто с самолета сходить почему-то не хотел. Мы с приятелем Нилом, нашим рабочим, забрали ручную кладь и шли уже к выходу, как появилась стюардесса и объявила: «Господа, ваши места в Лондон проданы, вам придется, к сожалению, покинуть самолет». Что и было сделано. Таким образом, Битлз оказались в Индии. Ну, подумал я, уж в Индии-то о Битлз точно никогда не слышали. Мне казалось, эта страна, так далеко. Но потом, когда мы сошли с самолета, во влажной и полной запахов атмосфере Дели, мы шли поздно вечером, и невесть откуда появились черные лица, кричавшие: «О, Битлз, Битлз!» И я подумал: о господи, неужели опять? В Индии живет столько народу, что все время кажется, будто что-то случилось и собралась толпа. Поездка эта в общем прошла хорошо, только вот когда мы покинули город и поехали по окрестным деревням в старых кадиллаках и начали фотографировать все аппаратами Nikon, подаренными нам в Токио, я понял, что мой фотоаппарат, наверное, стоит больше, чем житель деревни может заработать за всю свою жизнь. В общем, я купил себе хороший ситар, и через 4 дня мы уехали. Джордж возвращался в Индию несколько раз, и вскоре после первого визита он стал другом знаменитого ситариста Рави Шанкара. Они очень друг другу помогли. Харрисон вспоминает: с Рави Шанкаром мы познакомились в 65-м в Лондоне на обеде у президента Общества азиатской музыки. Шанкар потом приехал в гости в Эшер и дал мне первый урок игры на ситаре. Приятно было увидеть выдающегося мастера, который мог начать учить самых азов. Мы занимались. Тут зазвонил телефон, я положил ситар, встал и перешагнул через него, чтобы идти к телефону. Рави Шанкар шлепнул меня по ноге и сказал: «Первое, чему тебе надо научиться, это уважать свой инструмент». Позже Рави преподал мне уроки индийской дисциплины. Действительно, невозможно понять прелесть чего-то без должного уважения.
Гитаристы, которые разбивают свои инструменты на сцене, мне никогда особенно не нравились. Все это мне казалось ерундой. И через несколько месяцев после знакомства с Рави и начала моих занятий я вновь отправился в Индию. На этот раз с женой Пати. Мы пробыли там довольно долго, 1,5 месяца или больше. Там я начал делать упражнения йоги, потому что нужно было научиться сидеть и правильно держать ситар. Поначалу инструмент причинял мне невероятные неудобства. Страшно болели ноги, ведь ситар имеет такую неудобную форму и такой большой размер. Поэтому для того, чтобы просто держать его, нужно специально заниматься. Сидеть нужно со скрещенными ногами, правая нога на левой, а левая на полу. Инструмент лежит на правой пятке. Правая рука лежит на корпусе ситара, а левая, перемещаясь по грифу, не должна его поддерживать. Поначалу я и держал инструмент левой рукой и одновременно пытался играть. Но как только научишься сидеть и удерживать равновесие, напряжение с левой руки снимается. Заниматься надо с закрытыми глазами и знать позиции грифа наизусть, потому что если будешь пытаться вытянуть шею и посмотреть, куда ложатся пальцы, то тело мгновенно горбится и теряет осанку. Кроме того, в индийской музыке нужно подтягивать струны пальцами левой руки, причем подтягивать точно до нужной высоты звука. Напряжение на пальцы колоссальное. В общем, было чем заняться. И с 65 по 68 год я занимался каждый день по 2 или 3 раза, каждый раз по часу. За эти 3 или 4 года я добился кое-каких успехов. Самое интересное было, что до занятий ситаром я в жизни не брал уроков музыки. Но ситарный период был для меня хорошим временем. Я вставал рано, как в Индии, принимал ванну, делал упражнения йоги, занимался медитацией, играл на ситаре и только после этого завтракал. Эта дисциплина была для меня жизненно необходима, ведь через нее я немного приобщился к культуре. И в 68 году в Нью-Йорке я встретился с Рави Шанкаром, и в беседах со мной он пытался выяснить, где же мои корни. Он спрашивал: «Твои корни в Ливерпуле?» А я отвечал ему, что в Индии я чувствую себя как дома, но поразмыслив решил, что, может быть, следует возвратиться к гитаре, потому что ясно было, что выдающегося ситариста из меня не получится. К этому времени я познакомился уже с несколькими сотнями ситаристов, все они играли потрясающе. Однако Рави возлагал надежды только на одного из них. Так что, видите, уровень, которого должен достичь великий ситарист, возможно, выше, чем уровень классического музыканта в любой культуре. Я понял, что мне надо было бы начинать лет на 15 раньше. Тем не менее, это мне очень помогло в сочинении странных мелодий, а также необычайно способствовало развитию ритмического мышления. Со временем интерес Харрисона к индийской музыке перерос в стремление узнать больше о восточных духовных практиках. В 1968-м он повел Битлз в путешествие в Северную Индию, чтобы изучать трансцендентальную медитацию у Махариши Махеша Йоги. А в 1969 году он даже выпустил сингл «Хари Кришна Мантра», исполненный последователями лондонского храма Радха Кришны. И в том же году он принял кришнаизм. Выросший духовно и музыкально, Харрисон, испытывавший угрызение совести от необходимости включать больше своего материала на пластинки Битлз, был явно обеспокоен доминированием Леннона Маккартни в группе. Во время сессии записи Let It Be Харрисон вообще ушел, оставив группу на несколько недель, прежде чем его уговорили вернуться, пообещав, что группа будет использовать больше его песен на своих пластинках. Но напряженность в группе была явно высокой. Леннон и Маккартни прекратили писать вместе много лет назад, и они тоже чувствовали стремление двигаться в другом направлении. В январе 70-го года группа записала песню Харрисона «I'm Mine».
Это была последняя песня, которую легендарная группа когда-либо записывала вместе. Эта песня, по признанию самого Харрисона, это проблема личности, соотношение маленького «я», то есть осознание себя самого и большого «я», вселенского, космического сознания, лишенного всякой раздвоенности и эгоизма. Все это оказалось большим подспорьем для Харрисона. Он немедленно собрал музыкальную группу, состоящую из гитариста Эрика Клэптона, клавишника Билли Престона и нескольких других, чтобы записать все песни, которые так и не попали в каталог Битлз. Результатом стал трехдисковый альбом 70-го года. Однако одна из его фирменных песен «My Sweet Lord» позже была сочтена, уж слишком похожей по стилю на более ранний хит группы The Chieftains, что вынудило Харрисона выложить почти $600 тысяч. Но альбом в целом остается самой известной записью Харрисона. Вскоре после выхода альбома Харрисон продемонстрировал, что ему не чужда и благотворительность. Году, кажется, в 71-м, продолжает Харрисон, когда я был в Лос-Анджелесе и записывал музыку к фильму «Рага», Рави Шанкар поделился со мной намерением дать концерт с большой аудиторией, так, чтобы он мог собрать $1025 для голодающих в Бангладеше. Он спросил меня, не мог бы я ему чем-нибудь помочь, например, открыть концерт, или пригласить для этого киноактера Питера Селлерса, что-нибудь в этом роде. После этого он мне начал давать вырезки из журналов и газет, в которых описывалась война, бедствие, нищета. Я начал осмысливать происходившее и подумал, пожалуй, мне надо помочь. Мы, как участники Битлз, были воспитаны на взглядах, что если уж что-нибудь делаешь, делай это с размахом. Если уж собирать средства, то почему бы не собрать миллион? Так я приступил к работе и целых 3 месяца сидел на телефоне, организовывая концерт, пытаясь убедить разных людей, беседуя и с Эриком Клэптоном, и другими музыкантами, которые в конце концов приняли в нем участие. Репетировали мы мало, со всеми участниками концерта было всего лишь одна общая полная репетиция, так что все организовывалось по кусочкам и с трудностями. А затем нужно было решать, когда проводить концерт. Индийский астролог определил для нас наилучший период и сказал, что это начало августа. Потом дана была даже дата, и в тот день нью-йоркский Мэдисон Сквер Гарден оказался свободным. Мы наняли помещение и провели концерт. Вернее, даже 2 концерта. Второй пришлось объявить, потому что первый полностью распродался. Нам повезло. Все прошло довольно гладко и звучало все очень хорошо. Второй концерт особенно удался. Но вот кинофильм, который снимали люди Алана Кляйна, не получился. Камера справа от сцены почему-то выдала пленку всю черную. Еще одна камера была не в фокусе. Перед камерой слева висел огромный кабель, заслонявший вид. Так что качественная пленка была снята только камерой в оркестровой яме и другой камерой, которую оператор держал на руках. Но на ней не было синхронизирующих импульсов. Поэтому в конце концов при создании фильма пришлось химичить, добавлять и вырезать. С менеджером Кляйном, занимавшимся организацией мероприятия, не все было оговорено четко. Так, он обратился в ЮНИСЕФ, организацию при ООН, но только после проведения концерта, а не до него. Таким образом, о том, что это было благотворительное мероприятие, заранее заявлено не было. И буквально со следующего же дня адвокатам Кляйна пришлось сражаться с американским налоговым управлением, заявлявшим, что концерт был организован с целью личной прибыли. Так что собранные деньги держались замороженными на специальном счету, и потребовалось аж несколько лет, прежде чем средства были переданы по назначению. Но концерт привлек к себе колоссальное внимание и повлиял на ход событий. И в течение многих лет к Харрисону подходили официанты в бенгальских ресторанах и говорили: «Мистер Харрисон, когда мы сражались в джунглях, приятно было знать, что кто-то думает о нас».
В 1973-м увидел свет еще один сольник, и сингл из него под названием «Give Me Love» попал на первые места в американских и британских чартах. Не обошел успех и пластинку в целом. В течение 5 недель альбом находился на первой строчке хит-парада США, лидировал в канадских, британских и австралийских чартах и даже потеснил альбом Пола Маккартни. Но не все в жизни бывшего Битлз шло гладко. В 1974 году распался его 8-летний брак с Пэтти Бойд. Еще в 1966 году Джордж пошел с ней под венец. Жена – блестящая лондонская модель Патти Энн Бойд, с которой судьба свела его в 1964 году на съемках фильма «Hard Day's Night». В итоге красавица покинула мужа ради его друга Эрика Клэптона. На разборках по этому поводу, как бы ужасно это ни звучало, два товарища устроили дуэль гитарными партиями. Несмотря на неоднозначность положения, музыканты все-таки сохранили дружеские отношения, но об общении ими девушки не упоминали. И в том же году Джордж презентовал очередной сборник сочинений под названием «Темная лошадка». В поддержку альбома автор съездил с концертами в США, но тур не вызвал восторга у почитателей его таланта. Хотя пластинку и включили в пятерку от Billboard, слушателям не понравилось присутствие Рави Шанкара, и в дополнение к этому всему Джордж вообще сорвал голос. Но вскоре он обрел семейное счастье с мексиканкой Оливией Тринидад Ариес. Отец Оливии, Эзекиэль Ариес, работал в химчистке, а мать была швеей. В 1965-м Оливия окончила среднюю школу в Калифорнии, и позже она устроилась работать секретаршей в компанию звукозаписи, где в 1974 году познакомилась с Джорджем Харрисоном, который в то время имел контракт с этой фирмой. В том же году она приняла участие в записи все того же альбома «Темная лошадка» как бэк-вокалистка. А вскоре она стала ухаживать за Джорджем, когда тот заболел. И в августе 1978-го у пары появился единственный наследник – Тхани. Не секрет, что на жизнь и творчество экс-битла сильно повлияло увлечение культурой Индии. И даже имя сына – это название нот звукоряда в индийской традиции. Рядом с друзьями из Ливерпуля Джордж Харрисон пребывал в тени и редко давал интервью. Но у первого проснулась коммерческая жилка. Еще в 1964-м он основал собственную издательскую фирму, которая быстренько оформила авторские права на песни хозяина. В 1974-м он уже заимел звукозаписывающую компанию, и, возможно, из-за того, что он попытался заниматься всем и сразу, привело к тому, что следующие работы 1975 и 1976 годов также не оправдали ожиданий продаж. После выхода последнего альбома Харрисон вообще взял небольшой перерыв в музыке, закрыв свой собственный лейбл, который продюсировал работы для ряда других групп. Но зато он основал собственную компанию по производству фильмов. Его группа написала сценарий к фильму Монти Пайтона «Жизнь Брайана» и к культовому классическому фильму «Мы с Нейлом», и выпустила еще 25 фильмов, прежде чем Харрисон продал свою долю в компании в 1994 году. Убийство Леннона в декабре 80-го глубоко потрясло Харрисона. Хотя, в отличие от остальных битлов, он редко общался с коллегой после распада группы. Он немного изменил слова в песне «All Those Years Ago», написанной им вообще для Ринго Старра, и посвятил эту песню Леннону. Все три оставшихся участника группы участвовали в записи этой композиции, которая заняла второе место в Billboard. А позже вышел альбом, посвященный памяти Джона Леннона, который назывался «Где-то в Англии». На внутреннем конверте помещено высказывание Шри Кришны из Бхагавад-гиты, как бы эпитафия на смерть Леннона. «Не было времени, когда ни я, ни вы не существовали. Не будет и в будущем такого времени». То есть живая душа бессмертна и витает с нами вечно.
Несколько песен альбома навеяны метафизическими взглядами Харрисона. Но есть, например, композиция под названием «Надписи на стене». Причем Харрисон имеет в виду таинственные пророческие надписи, а совсем не то, что пишут на стенах хулиганы. Есть песни и на другие темы, например, композиция «Спасите мир», в которой поется об уничтожении лесов на бумагу, об истреблении китов на маргарин, об атомной энергии якобы в мирных целях, и даже содержится легкий мелодичный выпад в сторону нас, русских, запустивших свои длинные пальцы повсюду, даже в космос. Но я закончу на веселой ноте, поет Харрисон. Хоть это не легче, чем сделать плавучий топор. Это не трудно и даже легко, когда поймешь, что Бог живет в твоем сердце. Для Харрисона отсутствие коммерческой привлекательности и постоянные баталии с музыкальными руководителями оказались изматывающими, и они привели к очередному перерыву в работе студии. Но своего рода возвращение произошло в 1987 году с выпуском его альбома «Облако-9». Пластинка включала пару хитов и привела к тому, что Харрисон объединился с Джеффом Лином, Роем Орбисоном, Томом Петти и Диланом, чтобы сформировать то, что было названо супергруппой в виде The Traveling Wilburys. Воодушевленный коммерческим успехом двух студийных альбомов Уилбери, Харрисон отправился в путь в 1992 году, отправившись в свой первый сольный тур за 18 лет. Вскоре после этого Харрисон воссоединился со Старром и Маккартни для создания трехчастного релиза антологии Битлз, в который вошли редкие треки и ранее не издававшиеся демо Леннона. Первоначально записанное Ленноном в 1977 году демо под названием «Free as a Bird» было завершено в студии тремя оставшимися в живых Битлз. С середины 90-х годов Харрисон боролся с тяжелой болезнью. В 1997-м ему удалили раковую опухоль гортани и часть легкого. С этого момента он решил взять перерыв в творческой деятельности. Он отошел от музыкального бизнеса, поселился в поместье Хенсли на Темзе в Южном Оксфордшире и стал заниматься домашним хозяйством, садоводством и автомобилями, которым всегда был неравнодушен. Он любил автогонки и спортивные автомобили. Вообще он с детства коллекционировал фотографии автогонщиков и машин. А первую автогонку посетил еще в возрасте 12 лет. Это был Гран-при Великобритании 1955 года. Он даже написал песню в честь автогонщиков Формулы-1 Джеки Стюарта и Ронни Петерсона. И всю прибыль он отдал благотворительному фонду по борьбе с раком Гуннара Нильсона, который был основан матерью этого шведского автогонщика после того, как тот умер от этой болезни в 1978 году. Тем не менее, последующие годы не были полностью свободны от стрессов. В 1998-м Харрисон успешно прошел лечение от рака, но через год на него было совершено покушение. В его дом в городе Хенли на Темзе ворвался Майкл Абрам, веривший, что его божественная миссия состоит в убийстве музыканта, и несколько раз ударил его ножом, повредив легкое. Харрисон выжил, но с тех пор редко появлялся на публике. Преступник же был признан сумасшедшим и помещен в психиатрическую клинику. И, к сожалению, в мае 2001-го его рак вернулся, более агрессивный, чем когда-либо, и распространился уже и на мозг. Он пробовал лечиться, но потом решил уехать умирать к давнему другу Полу Маккартни. Тот накануне купил дом в Лос-Анджелесе. А старая дружба, как говорится, не ржавеет. За это время
Харрисон принял участие в записи альбома Zoom группы Electric Light Orchestra. Он сыграл на записи песни Love Letters группы Rhythm Kings, участника Rolling Stones Билла Уаймана. И в течение этого года он работал над невыпущенными песнями Traveling Wilburys и над альбомом Brainwashed, и написал даже новую песню Horse to the Water. Именно она завершила последнюю музыкальную сессию Джорджа. Он ушел от нас в доме своего друга в окружении семьи. Харрисону было 58 лет. Тело его было предано огню по кришнаитскому обряду, и пепел был рассыпан над Индией, его духовным домом. В родном Ливерпуле были приспущены государственные флаги, свои соболезнования выразили британский премьер и английская королева, а Пол Маккартни, сдерживая слезы, простился с ним, назвав его младшим братом. Все его состояние оценивалось в 200 миллионов фунтов, это около 320 миллионов долларов. Почти все он завещал жене и детям, но примерно 10% завещал движению Хари Кришна. Но после смерти отца, его сын Дхани в сотрудничестве с Джеффом Лином завершил посмертный альбом, который вышел в продажу в 2002 году. А чуть позже Дхани сам основал собственную группу и возглавил список богатейших музыкантов Великобритании моложе 30 лет. Для многих несчастных, написал Александр Чей в своей книге «Перспективы», смерть – это конец пожизненного заключения. Писатель Сомерсет Моэм на своем смертном одре поделился своими впечатлениями. «Умирать, — сказал он, — занятие ужасно скучное и унылое. Мой вам совет – держитесь от этого подальше». А писательница Сьюзен Эрц в военном 43-м году заметила, что миллионы жаждут бессмертия, а сами не знают, куда себя деть в дождливое воскресенье. Смерть – штука неизбежная. Как говорится, живым отсюда еще никто не выходил, но отношение к ней и подход может быть разным. Момент смерти, отделяющий физическое бытие от небытия, невольно заставляет нас взглянуть на духовную составляющую завершившейся жизни. Получается, что чем больше человек заботится о вечности при жизни, тем большим воздает ему вечность после смерти. Джордж Харрисон в своей автобиографической книге вспоминает свое посещение индийского города Вриндаван, где Кришна жил 4000 лет назад. Вриндаван – один из самых святых городов Индии. Он весь наполнен духом Кришны и его непроходящей святостью. Харрисон вспоминает, как за коротких 3 часа сна перед заутренней молитвой он ясно слышал небесные песнопения хора дивной красоты. Причастившись к этой святости, он в своих песнях поделился частичками этого с нами. И, думаю, вечность Харрисона не забудет. Thank you very much.